Этой партии не могло быть в реальности. Историк и археолог Георгий Визгалов был десятилетним мальчишкой и мог только мечтать об открытиях, когда не стало выдающегося советского ученого, гроссмейстера северной археологии Валерия Чернецова. В эти шахматы люди играли 4 столетия назад в древнем заполярном городе Мангазее. Люди ушли, город исчез. Осталось поле со множеством белых клеток для гипотез и сенсаций, для многих поколений искателей, для истории. Лето 1946 года. Место древнего поселения на окраине Салехарда, городище Усть-Палуй. Раскопки ведут Валерий Чернецов с супругой Вандой Машинской. Это первая остановка ученых по пути в Мангазею. Салехардская часть экспедиции затягивалась. Средства на исследования, которые ожидались в начале июля, поступили только во второй половине августа. И лишь в конце лета ученые смогли вылететь в Хальмер-Седе, ныне поселок Тазовский. Валерий Николаевич, конечно, восхищен вами. Трудно представить любого человека, который читал ваши статьи, читал особенно ваши дневники, не только по Мангазее, и по Ямалу. Восхищает ваша работа, несмотря на очень сложных условиях. Ну, во-первых, вы сделали все идеально по методике исследования памятников. И правильно сделали, что вы его не стали копать. Соблазн был, конечно, да как и у всех моих предшественников, того же Кушелевского или Шухова, или там у Кольца в 28 году. Но действительно была методика. И мы с Вандой Иосифовной ставили перед собой совершенно конкретную задачу – провести максимально информативную топосъемку. А материала и на поверхности было предостаточно. Мы внушительную коллекцию собрали. В том числе не поленились и собрали костный материал. И вы первый, кто определил, что на Мангазее были домашние животные. И вы первый высказали мысль, что это не просто был какой-то место, где приезжали, уезжали, не какой-то там маленькая крепостица, как писали до этого ученые, заброшенная где-то всеми забытыми какая-то фактория, а что там жило постоянное население, потому что скотину сезонное население не держит. 175 километров к северу от ямальского села Красноселькупа, левый берег реки Таз, выцветшая деревянная стелла и табличка с предупреждением «Охраняется государством». Сейчас почти невозможно представить, что здесь когда-то кипела жизнь знаменитой Мангазеи, первого города сибирского Заполярья, одного из крупнейших центров торговли пушниной средневековой Руси. Именно сюда в 1601 году по указу царя Бориса Годунова, встретив яростное сопротивление местной самояде, прибыли первые колонизаторы – отряд стрельцов и казаков во главе с князем Мироном Шаховским и стрелецким головой Данилой Хрипуновым. Государственная задача – взять под контроль оборот драгоценного меха соболя и лисицы, в том числе обязать аборигенов платить натуральный налог – есак. Живая замороженная культура, которая к нам пришла сквозь века, как на машине времени. Я был просто поражен. Мой размер. Смотрите, четко. На тебя шили, ждали. Да. А вы говорите, богатыри тут жили. Богатыри Нормальные мы. люди. 40-й размер. Учитывая, что русская культура, Георгий Петрович, как славянская культура, она ведь развивалась на базе земледелия и в основе мировоззрения, и русской мифологии. А на Крайнем Севере, действительно, русская культура там – это феномен. Зачем здесь содержать этих куриц? Зачем они тут нужны? Они привыкли, чтобы петух по утрам кукарекал. Это часть русской культуры.
На Пасху что нужно? Для блинов тоже яйца нужны. То есть они создавали вот эту культуру, поэтому тащили и коров туда и так далее. Ну, молоко, конечно, и говядина более традиционная. Они создавали свою культуру. Они не пытались жить в чумах, там. Они старались не подстроиться удобно под природные условия, а создать ту атмосферу, к которой они привыкли. Если до этого они могли, конечно, иметь отношения с аборигенными женщинами, то здесь можно сказать, что когда женщина уже пришла, она принесла свою культуру в приготовлении пищи. Вот мотовка, например, да, этот инструмент, здесь он обломан, фрагмент, делалась она из елового корня. Этот инструмент используют для того, чтобы взбивать тесто, так же сейчас, как мы пользуемся венчиком. Предметы кухонной утвари, посуда, рабочие инструменты, рыболовные снасти, долговечная кожаная обувь, нательные кресты, моток истлевших нитей до сих пор отливает золотом. Разве стали бы люди, случайно занесенные в погибельную заполярную глушь, просиживать дни за украшением дорогого шелка золотным шитьем? Или печь пироги на церковные праздники? Это уже совсем не про выживание, это про жизнь, которую русский человек вел на Мангазее довольно-таки изобильно. Только общее число строений и точное расположение улиц нам так и не удалось установить. Меня знаете, что удивило? Границы между домами оказались совершенно неясными, как будто бы они неоднократно перестраивались. Во многих местах и вовсе постройки стояли вплотную, без каких-либо промежутков. Да, нас тоже это очень удивило, несмотря на то, что город просуществовал всего 72 года, но там нет постройки, которые бы просуществовали 72 года. Застройка менялась. После каждой застройки планировка тоже менялась. Ну и кроме того, там действительно очень плотная застройка, гораздо плотнее, чем, например, в городах, которые раскапывали, вот находятся южнее. Там не сельхоззона, там огородов у них не было. Ну и кроме того, плотная застройка, это и меньше снега. Там снега же очень много. Это не расчистить улицы, не расчистить дворы, поэтому больших дворов там не делали. Ну и пожары. Частые, надо полагать. Конечно, горели. Такая плотная застройка, даже если загорится хлев или маленькая хозпостройка, уже усадьбу не спасти. А еще нас удивило, знаете, откуда они брали столько древесины для строительства? Местный лес не подходит, во всяком случае, для такого количества домов. Да и лошадей там столько не было, чтобы его возить. Разгадка оказалась под ногами ученых во второй половине XX века. По итогам известных экспедиций Михаила Белова, Вадима Старкова и Олега Овсянникова вышла монография, где упоминалось о том, что постройки в Мангазее были выполнены из судовых деталей. Около одного раскопа запнулся и увидел, что да, там какая-то корабельная доска торчит. На следующий год поехали туда, сделали раскоп и опаньки, сразу раскопали постройку, которая была построена из киля коча. И нас, конечно, тогда просто огорошило. Клещи-то подняли, ё-моё! Детали поморских кочей, парусных промысловых судов археологи вывозили из Мангазеи каждый полевой сезон. Сегодня они – уникальное достояние музеев. В 17 веке на Мангазее туда приплывали суда, которые шли из России, поморские суда, коч. Их на месте разбирали и использовали для строительства. Так, вот здесь у нас большой шпангоут лежит. Вот посмотрите, довольно большое было судно. Но у этих деталей у них есть вырезы, которые уже потом были сделаны при строительстве, чтобы эти детали тоже вместе соединить уже по-другому, не как на корабле, а как вот часть дома. Это киль корабля. Первый венец мог быть первым венцом, нижним. Вот. То есть это хорошее дерево, которого на месте не было. Кочи привозили в город огромное количество товаров, чтобы обеспечить Мангазею и уезд продовольствием на целый год, а обратно увозили только пушнину.
Часть кораблей было выгоднее продать горожанам под строительство, нежели отправлять на большую землю порожняком. Ведь даже самый крепкий коч был рассчитан максимум на 3 навигации. Борта, вот борт, вот из таких досок сшивали. То есть вот этот борт, он вот здесь вот должен быть, вот так вот поперек. И их сшивали и между собой, борта, и пришивали с помощью древесных волокон. То есть можно было взять ветвь от ели, скрутить ее, и ей прямо вот просто шили, вот она, сшитые борта. За счет того, что они не сколочены гвоздями, а сшиты, они могли играть, борт мог играть, и он был крепкий, то есть выдерживал нагрузки, всякие продольные, поперечные. Вот. То есть это было очень продуманное судно. В самом коче металл не нужен. То есть здесь все идет из дерева. Смысл коча в том, и прелесть, и как бы удобство в том, что он мог и по морю идти, и он мог заходить и в реки, но его можно было частично разобрать, разгрузить и тащить волоком. Без волока коч не мог прийти на Мангазею. И что немаловажно, на Мангазею мог прийти только русский коч. Образец судостроения староманерной, то есть допетровской эпохи. Широкие обводы корпуса и использование легких материалов делали судно маневренным и позволяли лавировать между льдами. При этом европейские корабли хоть и считались передовыми, но для северных морей были неповоротливыми и тяжелыми. Неудивительно, что англичане, которые покушались на сибирский пушной клондайк еще в конце XVI века, потерпели сокрушительную неудачу в Карском море. Вот наша страна стала такой огромной благодаря тому, что смогли создать такое судно, которое обеспечивало проживание постоянного населения на такой огромной территории. Это причем не просто у нас, это единственное полярное судно в мире. В мире не было в то время судов, которые ходили бы по морям Ледовитого океана. Сегодня в Нижневартовском краеведческом музее представлена носовая часть деревянного судна XVIII века «Кирьясская барка». В 1997 году в протоке Кирьяс это судно обнаружил рыбак Валерий Котлобай, который сообщил в музей об этой находке. Экспонат, занявший целый зал, работники Нижневартовского краеведческого музея с гордостью называют «наша барка». И есть чем гордиться, аналогов в мире нет. Такие суда предназначались для транспортировки грузов по сибирским рекам, в том числе и в отдаленные северные остроги. Барки ходили караванами по всему Обь-Иртышскому бассейну, причаливали и к берегам Абдорска. Столетия спустя археологи обнаружили детали этих судов в основаниях многих построек на территории современного Салехарда. Доподлинно известно, что из них была сложена и первая, тогда еще сельская церковь. Есть любопытный документ. Указ императрицы Елизаветы Петровны от 1747 года предписывает по случаю крещения в Тобольске абдорского князя Василия Тайшина изломать одну барку и пустить ее на строительство церкви во имя Василия Великого. Что касается Кирьясской барки, то до сих пор неизвестно, куда и откуда она направлялась. По одной из версий, она перевозила кирпич из Притоболья в Томск. В протоке Кирьяс судно село на мель, и команда была вынуждена его оставить. Раскопки барки отряд северной археологии провел в 2015 году. Была снаряжена экспедиция, проведена лазерная съемка, изготовлена 3D-модель. Завораживающие кадры не оставили сомнений. Югорское чудо надо сохранить любой ценой. Сегодня у нас есть уникальная возможность восстановить это удивительное судно в полном объеме. Детали судна длиной в 34 метра и шириной в 7, уцелевшего на 70%, сейчас хранятся в специальном ангаре. После воссоединения всех частей барки в Нижневартовске планируют открыть музей народного судостроения, как дань памяти умельцам, без которых Сибирь было бы невозможно обжить и освоить.
первые мастера по баркам, они были поморами. Задача была перенести технологию сюда, в Сибирь. Например, вот как говорили специалисты, эта барка сделана топором. Она довольно-таки изящна. Если мы посмотрим, как коры, никогда не скажут, что просто здесь топором поработали. Кто вот на них плавал, и на тех же кочах. Это, конечно же, батраки, крепченые, которые должны были обслуживать, загружать грузы, сгружать грузы. И это была самая каторжная работа. А если ты плывешь против течения, то здесь уже вступала в строй грубая мужская сила. К барке прицепляли 2 лодки. На каждой лодке было по якорю, по тяжелому. И лодка отплывала на 100-200 метров, кидали якорь, и на лебедке потом подтягивали барку с грузом вверх. Таким образом, вот барка могла пройти 1-2 километра за день. А им нужно было успеть все сделать в одну навигацию. Идет. А это уже Архангельск. Товарищество поморского судостроения трудится над возрождением того самого коча, который первым смог попасть в Мангазею. Задача команды – не просто сделать судно по всем правилам поморских корабелов, а отправиться на нем по маршруту из Архангельска вокруг мыса Дежнева и дальше, в Тихий океан до Владивостока. В 2024 году энтузиасты прошли Мангазейским морским ходом по Белому, Баренцеву и Карскому морям на собственноручно построенном карбасе «Матера». Подожди пока, толкай. Веревку размотайте! Подальше встаньте, да? Не, хватит толкать, хватит. Сейчас не толкай! После острова Матвеева пришли к Югорскому шару. Карское море было забито льдом. Конечно, момент неопределенности и был очень большой, но и у нас совсем не было опыта прохождения во льдах. Как они себя будут вести, что с ними происходит. Это была загадка. А вот и тот самый Ямальский Волок, которым мореплаватели перемещали суда от Байдарадской до Обской губы. Скольких усилий потребовал этот относительно легкий карбас? А каково было в 17 веке перетаскивать таким образом караваны кочей с годовым запасом продовольствия? Легендарный Мангазейский морской ход длиной в 3000 километров экипаж «Матеры» преодолел за 2,5 месяца. Благодаря этому экстремальному, полному трудностей путешествию мы можем судить о нечеловеческой выносливости и силе духа поморов. Привычные к морозам, бесконечным полярным ночам, жестокому летнему гнусу, прекрасные рыбаки и охотники. Именно они преимущественно составляли сезонное население Мангазеи, промысловый люд, желающий сорвать большой меховой куш. Георгий Петрович, но ведь помимо промысловиков и служилых, то есть военных людей, существовала на Мангазее еще одна категория, если можно так выразиться, конечно. Постоянные жители, которые не занимались промыслом. Мы такой вывод сделали, как ни странно, по костному материалу. Смотрите, костей пушных зверей непосредственно городище обнаружило не было. Зато обилие обрезков кожи, фрагментов керамики. О чем это говорит? Говорит о развитых ремеслах. Думаю, и рыбаков можно в отдельную группу выделить. Хотя, вероятно, там вообще все рыбачили. Рыболовили, они жили. Рыба была основная пища. Из скотины больше всех держали свиней. Свинья всеядная, что важно для севера. И поэтому во всех приморских городах, портовых городах, всегда разводили свиней. С собой брали как живую консерву.
сильнее. Я думаю, даже, может, поэтому подводников встречают с поросенком. Ну, это мое предположение, может быть, это и не так. Жизнь в Мангазее действительно кипела. Растущий меховой оборот позволял горожанам полноценно питаться, мыться в банях, носить одежду и обувь из добротных материалов. Лишние деньги, коих было достаточно, можно было потратить на изысканную посуду и украшения. А для желающих покутить работали кабаки и игорные заведения. Я вот как-то представил себе картину. Ну, возвращается такой каюк, забитый мехами, все при делах. Выходит глава вот этой небольшой группки ваташки, которая возвратилась. Ну и все, Мангазея, златокипящая. Винокур Цаплин, отправленный на Мангазею, самогонный поход которого мы откопали. У него все работает, круглые сутки бурлит, это капает, он выпивает. Сразу веселье, тут же сыграем, выпивка, игра, женщины, чат. Одной из уникальнейших находок, которая была обнаружена при исследовании городища Мангазея, является перегонный куб. Он состоит из 4 предметов. Основная емкость, крышка с компенсатором и 2 медных трубы. Подобные аппараты ввозились в большом количестве на Русь в 17 веке. С Европы северной, как правило, Швеция. В археологических сваях, скорее всего, это вообще единичная находка. Трубы пропускались через деревянную катку с холодной водой, которая, собственно, и играла роль охладителя, так как змеевика здесь нет. И на выходе уже то самое горячее вино. Также были найдены кубики для зерни, монеты, битые штофы, что позволило говорить о том, что это помещение было либо мангазейским кабаком, либо напрямую к нему относилось. Наряду с зернью шахматы в 17 веке считались такой же азартной игрой. Ставились ставки. Собственно, почему они являются азартными? Можно было проиграть довольно много. Почему азартные игры у нас на Руси старались контролировать и чаще всего запрещать? Потому что дело доходило до членовредительства. Через несколько дней идет этот удачливый промысловик, который с соболями расплачивался за игру в шахматы или игру в зернь. Старые дерюшки ходит по дворам и спрашивает, не собирается ли где какая ватага, чтобы его пристроили, где он хотя бы гребцом был. Все, что пропито, ну, как говорится, это Бог дал, Бог взял, устроиться в какую-нибудь другую артель, и, глядишь, опять повезет. Жизнь в златокипящей государевой вотчине была разной, и подневольной, и до безумия свободной. Она диктовала строгие правила поведения на суровой земле и в то же время позволяла фортуне побаловать тех, кто в нее верил. Просуществовав всего 70 с лишним лет, Мангазея спрятала в вечной мерзлоте сразу 2 подарка для ученых. Во-первых, именно на Мангазее была найдена львиная доля деталей поморских кочей – 90% из всех известных. Это позволило восстановить картину народного арктического судостроения и понять, чем мы обязаны своим первопроходцам. Во-вторых, заполярный город с одним единственным культурным слоем, чистым, без примесей бытования из других эпох, стал эталоном для изучения русской культуры XVII века. У кого есть города на полярном и заполярном круге или близко около него, как Норильск, как Мурманск, как на широте даже Архангельска, Салихарда и так далее, так далее. Даже на юге Гренландии зима теплее, чем в Санкт-Петербурге. Нигде не живет 2,5 миллиона за полярным кругом. Это только у нас живут. Мы сумели там создать инфраструктуру, города, открыть недра. Это благодаря и тому опыту, который наш народ получал во время адаптации к северу в 17 веке, когда строили города, и когда мы прошли
от Урала до моря встреч солнца за 50-60 лет. Прошли вот этот огромный путь. Просто феноменально. И все-таки почему Мангазея, возвестив о громком будущем русской Арктики, так скоро исчезла? Оба воеводы друг друга ненавидели, просто аж кушать не могу. Почему жизнь богатейшего русского города подкосила череда несчастий? Ну и альтернативной экономики попросту не было. Никакой. Как мангазейские артефакты превращаются в факты? Не верь глазам своим, носи с собой магнитик помощнее. Об этом и многом другом ученые поговорят в следующей серии. Мангазейская партия продолжается. Георгий Петрович, я надеюсь, мы-то с вами не на деньги играем.